Привет, вы на канале Галя из Камбоджи, а я Галя. И сегодня я буду показывать вам мой самый обычный день с утра и до вечера. Жуч, ну что ты плачешь? Привет. Это Максик. Ему уже почти 18 лет, и он главная причина моих ранних подъемов. Но сегодня уже второе утро, у соседей какое-то важное событие. Слышите музыку на заднем фоне? Так вот, это оно. Здесь, в Камбодже, на большинство важных мероприятий приглашаются монахи и читаются мантры. Точнее, они включаются вот так вот громко и пораньше. Мне повезло, что еще в 5:30 утра, а не в 4, как это бывает в некоторых случаях. А это мой огород. Я люблю утром выйти и его проверить. Здесь я посадила маракуйя. Это дерево я купила. Это смесь лайма и мандарина. Это у меня растет папайя, я уже их пересадила. Там еще тоже будет расти маракуйя, еще не взошли. А здесь тоже всходят папайки. И я приготовила горшки для того, чтобы их потом рассаживать. Ну, а это я. Зеркало разбила, когда везла его по дороге на байке. Обычно мое утро начинается с воды. Я могу выпить много с утра, могу целый литр выпить с утра. Ну и какая-то небольшая гимнастика, но сегодня мне было лениво, потому что я не собиралась вставать в 5:30, честно. На ночь я замачивала горох для того, чтобы испечь хлеб. И в конце видео я покажу, как я это делаю. Максик постоянно напоминает мне о своем существовании. И да, забота о Максе сейчас занимает у меня огромное количество времени. Честно скажу, что я не тот человек, который умеет собираться куда-то быстро или спешить по утрам. Скорее всего, я даже встану за 2 часа до выхода для того, чтобы никуда не торопиться. Максика я кормлю с рук, потому что сам он есть отказывается, и мне проще вот так сесть его, покормить. Это займет у меня там 5-10 минут, чем 2 часа плясать вокруг его чашки. Он будет лежать рядом с ней, скулить, не поест все равно. Вот придут туда муравьи, и мне придется потом еще все это убирать. Ой, ходит и ходит куда-то все. Максик покушал, вроде успокоился, теперь я могу поесть. На самом деле вообще не выспалась уже второй день подряд. Музыка играет, это свадьба, то ли похороны, не знаю, надо посмотреть, так сразу не отличить. Вот, но они начинают где-то в 5:30, и это не рядом с нами, то есть это не очень-то так и близко на самом деле. Но вот я вчера пришла после тренировки, почти сразу заснула, а потом проснулась. Ворочалась долго, часа 3 не могла уснуть ночью.
Вот, потом заснула уже под кондиционером, очень душно. Вот, и сейчас уже в половину шестого опять проснулись мы. Ну, меня Макс так и так разбудил бы, даже если бы не было этой свадьбы. Поэтому я надеюсь, что я сейчас поем и лягу еще подремать. У меня на завтрак хлеб. Я его пеку сама. Это хлеб из зеленого гороха. Я сегодня, кстати, буду печь и покажу вам рецепт. Обычно я пеку хлеб либо из зеленого гороха, либо из чечевицы. Из чечевицы получается белый, а вот из зеленого гороха получается черный. Я недавно об этом узнала. Абсолютно случайно. Просто чечевицы не было, я поэтому взяла зеленый горошек. Так вот, майонез нынче покупной. Я ленюсь делать сама себе майонез, и не всегда его делаю. И еще есть одна причина, он очень мало хранится, а я его не съедаю. А мало его сделать нельзя, потому что он не взбивается просто мало. Вот. Буженина вместо колбасы я тоже сама запекала. И еще у меня есть капуста квашеная. Вот такой вот высокобелковый завтрак у меня сегодня получился. Что обстоятельства заставили нас притормозить, выдохнуть и подумать, что будет дальше. 3 дня назад мы нашли вот такое замечательное место у побережья Тихого океана и устроили здесь нашу временную базу. Очень нам приглянулось это место. Думаю, еще дня 2 мы здесь точно проведем, пока нет желания двигаться вглубь. Так, утренние процедуры, они же и вечерние, собственно. Показываю вам косметики, которыми я пользуюсь. Это бренд Ordinary. Это кислотный тоник. Его мне выписал мой врач-косметолог, она же и дерматолог. Ну, точнее, она врач-дерматолог и по совместительству еще и косметолог у меня. Вот, я бы сама кислоты бы себе не рискнула покупать, а вот когда мне их выписывают, я с удовольствием пользуюсь. Так, сейчас покажу, что еще у меня есть. Вот, и чем я еще пользуюсь. Так, тоже Ordinary, это пилинг, винный пилинг, раз в неделю я им пользуюсь. Умывалка у меня есть там, в ванной комнате, и вот такая вот косметика, Medicube называется. Это тоже корейская, это все корейское, вот, и она прекрасна, конечно. Вообще я очень люблю Atomy. Вот кто меня спрашивал, какой косметикой вы пользуетесь корейской, вот она, Atomy бренд, это остатки крема от загара у меня остались. Вот, надо еще заказывать, все закончилось. Есть вот такой Medicube, тоже SPF 50, но он белит кожу. Он плотный очень. То есть я его накладываю, когда я вот еду на дальняк куда-нибудь на байке, вот его. Вот это мне еще очень нравится, она у нас продается в каждом магазине. Вообще не чувствуется на коже, очень легкий крем от загара, тоже 50 SPF. Но сейчас пока я еще после тоника мне надо сначала увлажнить лицо, сделать прослойку, а потом я уже положу крем от загара и все. До вечера я с лицом ничего делать не буду больше. Я спряталась в комнату под кондиционер, потому что там орет этот тамада неистовыми голосами. Ну и, короче, я поспала. Время 10:30. Я буду просыпаться и поеду скоро в город. Кое-что интересненькое сегодня ждет. Жуч, что ты хнойкаешь? Вот. Иди, куда ты хочешь пойти? Ну вот, правильно, конечно, я проснулась, и они замолчали. Рыжечка пришел голодный. Рыжечка приходит ко мне кушать. Что ты, малыш, голодный? Ну, сейчас я тебе насыплю. Давай. Вот у меня есть корм специальный для котиков. Ну, что ты рассказываешь мне? Пошли.
хватит и старую доедать, давайте. Где ты там, малыш? Вот он. Иди кушай. Так, я буду собираться, потому что сегодня меня пригласили на очень интересное мероприятие. У меня какая-то шума везде шумно. Тут Макс ноет, там котики ноют. Вот смотрите. Чего вы ноете? М? Шипучка вон пришла. А ты что ноешь? Ну, это всегда ноет. У него вообще нормальное состояние. Когда я дома, он всегда хнойкает. Макс, что хнойкаешь? Как мне ИИ перевел. Я говорю, почему, Макс, у нас вот такой диалог? Максичка, ты покушал, ты пописал, ты покакал, ты все дела сделал, что ты хнойкаешь? А он переводит, потому что могу. Вот Макс может и ноет, поэтому иди давай ложись. Так, меня пригласили на очень интересное мероприятие сегодня. Моя знакомая, это подруга Висет. Кто меня смотрит, вы знаете, кто такая Висет. Вот, она меня пригласила поучаствовать в качестве модели европейской. Ну, как модели, это громко сказано, просто ей нужен европейский человек. Она открывает программу очередную. У нее на англоговорящих туристов, она по-английски очень хорошо говорит. Вот. И мы сегодня поедем к монаху на омовение, проходить обряд. Поэтому я сейчас собираюсь. Я хочу перед этой поездкой заехать поесть, потому что я не знаю, сколько она будет длиться. Вот. Я сейчас собираюсь и помчу. Ну и вы поедете со мной. Не могу привыкнуть к этим микрофонам. Так, как я еду к монахам, плечи, колени должны быть закрыты. Вот, поэтому я надела такой халат. И еще надо взять переодеться, потому что там нас могут облить водой, и одежда может стать мокрой. Малышка, чего ты плачешь? Что случилось у тебя? Маленький мой плачет. Я сейчас поеду, ты спи, отдыхай. Я вечером приеду, хорошо? Кушать ты не хочешь. Я же тебе предлагала, ты сказал, что ты не хочешь. Ну все. Джойка. Давай. У нас опять жарища, пекло. Вот, ну ладно, сейчас главное доехать до кафе, там кондиционер, и там будет все хорошо. Вот здесь происходит все действие шумное. О, они уже собираются. А это не свадьба, это какой-то другой религиозный, видимо, праздник. Да, наверное, бабушку подстригали на лысо. Hello. Вот представьте, как это минут 5, наверное, от моего дома, и такой звук, что я даже спать не могла. Так, я приехала в кафе Hannah Kitchen. Я здесь очень часто обедаю. Очень люблю это место. Здесь вкусно, здесь недорого, здесь большие порции, здесь есть зал с кондиционером.
Я заказала себе суп с митболами и говядиной. Водичка, зелени здесь дают. Ну и здесь еще. Видите, очень много лапши. Вообще очень вкусно все. Стоит $2,5 всего-навсего. А это приехала Вика. Вы ее уже знаете. Привет! По моим видео уже 2 раза она вам встречалась. И сегодня мы вместе поедем на эту замечательную поездку, на этот тур. Привет, дорогая! Вот наш транспорт прекрасный. Мы поедем вот на этой карете. Ага, наш гид Бо и водитель мама. So let's go. So today we do a water blessing tour and we have few different spots to stop by. Now we're going to the first spot. It is the King Ray. Это подарок, представляете? Класс. Кунчуран. And if you would like to keep in the tuk-tuk first. Вот наша целая команда. Мы идем в парк. Это очень прикольно, потому что не я рассказываю, а мне рассказывают. Да, и нас еще фотографируют, еще будут фоточки. We're gonna ask for the tray. So hold on. So Мы пришли в Центральный Королевский парк, и, конечно, я знаю, как делать все эти обряды, но очень интересно послушать, как ведет местный гид экскурсию. Я прям насладилась. I put inside. so we already make a wish? Yeah. Every time I make a wish everywhere. Okay, now our wishing done. We can say goodbye by doing this. Мы пришли в храм, наш центральный храм. Я, кстати, редко сюда захожу. Подаяние было, блин. Вот я не подумала вообще. А мне вообще вылетело из головы. Мы едем куда-то в следующее место. У нас вот дождик, природное омовение началось. И это очень прикольно, потому что сейчас я с гидом, который действующий местный гид Дабо, она нам рассказывает очень много всего интересного. И это не то, что я спрашиваю своих русскоговорящих гидов, которые сопровождающие, они не разговаривают в основном, не ведут экскурсии. Эти навыки, они уходят, нужно уже думать, да, чтобы ответить на вопросы. А тут ответы льются речкой. В общем, много всего новенького я себе подчеркнула. Да, Вика? Да, да. Мы приехали пробовать местные снеки. Я на Пномкулене такое уже пробовала, но это правда вкусно. Thank you, Bo. Да, и жирно. Это банан. Как пирожок с бананом. А это сладкая картошечка. Батат. Батат. Very tasty. Я в этом храме не была еще. Ну, я во многих не была храмах. Они здесь через каждые метров 20 находятся. Ну, красивый, большой, красивый, отреставрированный. А вот это вот нас ждет скоро. Мы будем вот такое омовение делать. В общем, искупают нас в храме.
Мы идем посмотреть место, где кремируют людей в этом храме. Очень большой храм. Туда кладется тело, закрывается сверху крышкой, сюда дрова, здесь не газовые кремация. И вот вокруг стоят люди, родственники. Запах имеется, кстати, здесь небольшой. И потом вот там вот в той беседке уже поминальные события происходят. А вот здесь, смотрите, батоны. Батоновая река называется. И рыбы их уже не едят, видимо, они и так толстые. А вот и главная часть нашей программы. Мы пришли к монаху на омовение. Но сначала он нас благословляет и завязывает веревочки. Ну а мы взамен преподнесли ему дары. Это, кстати, был чай, свечи и благовония. Ну и денежку, естественно, положили. Веревочки – это прежде всего оберег, защита. Во многих храмах монахи завязывают веревочки женщинам на левую руку, а мужчинам на правую руку. Но здесь этот конкретный монах предложил мне выбрать, куда я хочу завязать веревочку. И я решила, раз уже на левой у меня есть, то пусть будет на правой. И обычно веревочки носят, пока они сами с вас не убегут. Но здесь этот монах сказал: придешь в следующий раз, мы тебе поменяем на новую. Эту срежем, другую завяжем. Надо будет тебе это контент 18+. Как Аля с другой девушкой применила душ. С монахом. Так, да, вообще-то. На минуточку не забудьте. Я вот сейчас вообще не против душ принять, честно так скажу. Это вот money for visa. $10,000. Dollars. Уточняю. Dollars. New dollars. Okay, now the blessing down, you can say Satu 3 times. Satu. How are you feeling? Yes, I'm feeling happy. Yes, really refreshed. Yeah, really refreshed, cold. He said, "Tracek, it's me cold." No, it's not cold. Not cold at all. Cái đầu. I love it so much. I love this petals. Out. Wow, Victoria. А вот это интересное место. Здесь вот эта женщина, это дети ее, я так понимаю. Они шьют сумки из мешков от цемента. Их много, продается у нас на рынке здесь. Вот, видите? И вот для паспорта обложка. Мгм. Они не только из мешков, они вообще из ресайкла, то есть вообще из отходов, грубо говоря. Ага. This is just another version, so it depends. And after they made, yes. where do they bring to sell? Actually, they not bring to sell in the market by themselves. They have like middlemen, you know, people from the old market they come Yes, to yes. buy, and then they sell in the old market. You probably can find something like this at the old market as well. Вот маленький кошелечек.
Для Recycle. карточек или для чего-то. Да. ปลาตัวนี้แม่นบ่ Вон у них сколько много всяких. Большие сумки. С рыбами вот такими. Такие. В общем, очень много разных моделей, да. Но это очень прикольная идея. Я себе купила вот такой Байон цемент. Обложка для паспорта. Ну вот. When they do it, they have multiple of this lotus stem, and when they cut it, you can see how it's there. So normally they need more of them. So maybe like 5 or more than 5 stem at the same time, and then they're gonna roll them, and it become like a yarn, like a string. And then yarn, they take that yarn to weaving and make the cloth. Yeah, one more. Maybe it's just next door. This one. Yeah. Yeah. А там ребята делают фотосессию. Команда. Это команда девчонок. Называются они Cambodia Women's Empire. Только девочки. Да. И водитель тук-тука тоже только девочки. Supports woman. Да, то есть помогаем друг другу. Женщина женщине друг. Поэтому здесь есть такое общество, они помогают друг другу. А тут нас учат делать, загибать лотосы. And you press it a bit hard to make them stable. Yeah, and then you go one more. Okay. Okay. And then you make like this, like this. See? So the shape is like triangle, and you press them a bit hard to make them stable. And you be careful because it's easy to tear them up. Need to practice. Like this. Yeah, that's Yes, good. That's yes, good. yes. Yeah. So keep Wow. going. Do the same. Thank you. Okay. Because this Thank I also you. make Вот такой цветочек я сделала, смотрите, сама. you like У меня теперь есть новый навык, я могу устроиться в храм. try a mock. I try a mock. Так, фокусируйся. О. I like Korean. И пойти в храм и делать там такие цветочки. Не так красиво, как они, но практика нужна. Yeah, really good. Сейчас покормлю Максичку, конечно. Ну, потерпи чутка. Голодненький. Жуч, ты сам все съел? Всю целую чашку съел? Молодчина мой. Молодец. Ой, друзья мои, представляете, что? Я, в общем, Макса покормила, и меня как скручинило, и как я пошла подремать, и только проснулась. А время уже 8:30. В общем, вырубило меня. Вот. Недосыпы дают о себе знать. А у меня тут дела стоят. Хлебушек. Что я делаю? Я еще вчера замочила горох. Сейчас покажу, как он выглядит. Это как чечевица оранжевая, только зеленый горох. Вот так он выглядит. Видите, в сухом виде я его замочила на ночь, но уже практически сутки он простоял. И сейчас я буду готовить все для хлеба. Все в одну емкость. Одно яйцо. Так, у меня муки осталось совсем немножко. Не знаю, хватит этого или нет. Но я сейчас добавлю, сколько есть, потом посмотрю. Если что, у меня есть банановая мука, я добавлю. Так, столько майонеза, пол-ложки. Разрыхлитель надо, но у меня разрыхлителя нет, поэтому я сейчас загашу соду в уксусе. И будет у меня такой же разрыхлитель.
Так. Все. Все перемешаем сейчас. Если получилось густо, взбиваться не будет, еще масло надо добавить, то можно добавить или еще одно яйцо, или воды тоже можно добавить. И все блендером перемешиваем. Мгм. Так, тут самое главное, чтобы все разбилось как следует, то есть чтобы все горохи, они были разбиты. Это у меня льняные семечки. Лен лучше ломать, то есть он тоже должен перемешаться. Остальные семечки я целиком добавлю. Чуть-чуть чили я люблю, вы можете не добавлять. И перчик. Вообще приправы, которые вам нравятся. Ну и все. Вот и тесто для хлеба готово. 5 минут, 5 минут. Так. Я выпекаю вот в этой обычно форме, но вы можете любую, собственно, взять форму, какая у вас есть, силиконовая. Ну что, друзья мои, на ужин у меня вареные крылышки, болгарский перец и яйцо. Никуда я в итоге не пошла, потому что сон корявый сегодня. Но вот так вот есть, вот как есть, так и все сняла. И спасибо вам большое, что провели этот день со мной. И расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам формат «Один мой день», потому что я могу его повторять, когда у меня будут интересные дни, да и когда неинтересные, из бытовухи состоящие, тоже могу повторять. Знаю, что вы любите бытовуху по-камбоджийски. Мы сейчас будем с Максиком ужинать. Макс, он уже вовсю лопает, самостоятельно, между прочим. Я сейчас тоже поем под кино, буду вязать, ну и в какой-то момент пойду уже спать в ночь. Вот, а с вами я прощаюсь на сегодня. Жду ваших комментариев, лайки, подписки, если вы еще не подписаны. Если вы хотите поддержать канал, то в описании к любому видео есть варианты, как это можно сделать. Буду вам очень благодарна. Всем спасибо. Пока-пока.